Приветствую всех на канале. Tesla Model S к нам приехала. Это Tesla конца 2018 года, уже на Intel. И проблема в том, что автомобиль ехал и в какой-то момент остановился. Автомобиль у нас не едет, не запускается, горят ошибки. У нас есть куча ошибок, и основные ошибки у нас по батарее, что у нас проблема с напряжением. Напряжением в батарее. А это уже не очень хорошо. Есть также по люверсам, но это сейчас нас меньше всего интересует. Но, к сожалению, на более поздних автомобилях, более поздних прошивках невозможно включить Factory Mode. И поэтому напряжение на батареях мы не видим. То есть ошибки видим, а напряжение на батарее не видим. Но для этих целей у нас есть локи. Вот так вот выглядит этот тестер. Он подключается к автомобилю, и тогда можно смотреть напряжение на элементах. Напряжение на элементах у нас везде есть. То есть оно у нас везде видно. Но ошибки у нас есть. Вот эти же ошибки у нас повторяются. Вот у нас есть ошибка BMS W164, Brick Sock Imbalance. То есть у нас есть какая-то проблема по емкости элементов, но это она видит уже по машине. При том, что на мониторе этих ошибок у нас нет. Это у нее расчетная. И это говорит о том, что есть проблема у нас с батареей. Но с чем именно, с каким именно модулем, пока непонятно. В общем, вообще батарейка на 100D очень надежная. И вообще 100 киловаттная батарейка очень надежная в Теслах. И непонятно, почему она вышла из строя. Поэтому будем сейчас смотреть, что у нас есть. Короче говоря, будем снимать батарейку и смотреть, что у нас там. Скорее всего, у нас есть проблема со шлейфами, которые идут на БМС. На более свежих машинах, на послерестайлинговых, уже не провода идут, а идут шлейфы. Поэтому будем снимать батарейку и разбираться, что у нас с ней и почему такая проблема. И будем тогда восстанавливать. В общем, будем согласовывать снятие батареи и снимать батарею. Кстати, что еще заметил, что когда автомобиль приехал, было здесь 23 километра. Потом это было в субботу, в воскресенье стало 53, в понедельник уже 187. То есть у нас автомобиль стоит, и при этом батарейка заряжается. Насчет заряжается шутка, но он пересчитывает. Поэтому есть какой-то явно глюк в батарее. Согласовали снятие батарейки, снимаю батарейку. И Tesla в этом смысле один из самых лучших автомобилей. Открутил по кругу, и все. И можно отпускать. Никаких трубок, никаких разъемов, ничего нету. Просто открутил и спускай. Вот так вот выглядит батарейка Tesla. Я уже неоднократно снимал их и делал видео. Уже неоднократно делал видео по ним. Здесь стоит вот такой вот быстрый разъем, который просто отключается в момент снятия. И антифриз, в принципе, может капать, но течь не течет. И сзади просто стоят разъемы. Это сигнальные, которые быстро защелкиваются. Это силовой. Вот так это все выглядит на Тесле. И вообще Тесла очень продуманный автомобиль в этом смысле. Инженеры Илона Маска не зря едят свой хлеб. Есть некоторые недочеты, но в целом автомобиль очень хороший. Здесь, кстати, уже моторы стоят не такие, как на Мерседесах и RAV4. Здесь уже другие моторы стоят. И эти моторы гораздо надежнее. Так, снимаем крышечку нашу заднюю. Это какой год? Это 19-го? И вот наша БМС. Сейчас сюда будем подключаться тестером и смотреть, что у нас с батарейкой. Программку, которую написал Влад, еще не подключали на рестайлинговую Теслу. И пока не знаю, будет ли она работать. Поэтому сейчас подключим и посмотрим, будет ли она работать, либо же придется что-нибудь Владу переписать.
Здесь мы будем уже смотреть не то, что нам БМС показывает, а то, что у нас есть по факту. И мало того, с помощью программки, которую написал Влад, а Влад наш инженер-электронщик, то можно будет запускать принудительно балансировку. В принципе, я уже это показывал в видео неоднократно. Поэтому можно будет посмотреть, будет ли у нас перекос. Потому что именно во время нагрузки может начаться перекашивание по измерению. Поэтому сейчас проверим и посмотрим, надо ли дальше вскрывать батарейку, либо это какой-то глюк. Так, вот у нас Ага, что-то все напряжения, какую-то херню на первой показывает. а на 7-м что там было по 10 вольт? Это глюк. Дело в том, что тут на первой что-то совсем не то оно шлет. Все остальные работают, то здесь Если 17 модулей переадресовать. Нет, 16. странно, у нас первый брик непонятно что шлет, второй периодически. Ну, то есть все-таки есть какая-то разница. Нет, то, что второй какой-то либо шум. Есть разница в передаче данных. Балансировка включается. Ну, с напряжением непонятно что. Что-то они там поменяли. Они ж не напрямую работают с теми микросхемами, а через свой 851 микроконтроллер. И могли там что-то дописать ему. Ну подожди, а что там у них вообще хранится в этом? Ага, EEPROM не совпадает, хорошо. Так, ладно. Давай попробуем. Вот так вот. У этого получается типа статус такой, что как будто адрес не назначен у первого. Они сместили. У него получается... Сейчас нормально все. Мне сейчас Владислав напоминает Нео с матрицы. У них получается почему-то в первом брике статусный регистр говорит, что якобы вообще не назначен адрес. Грубо говоря, у них получается смещение на 1 байт вправо идет. А во всех остальных модулях все хорошо. Странное решение. Короче, первый брик смещен на 1 байт вправо, а все остальные классическим способом, как и в Доресте, адресуются. Потому что у него получается все смещено, и там, где должны быть напряжения по ячейкам, оно, короче, туда попадает. Вот, получается, сюда статусные данные, потому 24 вольта показывает. На температуру он бред какой-то. Ладно. Будем ждать, когда Владислав переделает эту программку, чтобы можно было вычитать рестайлинговую. На дворе уже потемнело, а наш Владислав все еще продолжает писать программу. Потому как без этой программы будет гораздо сложнее продиагностировать эту батарею. И в будущем, если появятся еще такие проблемы, то с помощью этого тестера можно будет это все решить. Но для этого нужно немножко помучиться. Из-за того, что у нас в команде такие специалисты, мы можем ремонтировать такие сложные ситуации. Так, и вот уже
видно, что на одном у нас 4,3 вольта. Хотя все включены одинаково, но только на одном у нас перекошено до 4,3 вольта. Вернее, 4,13. А во всех остальных, при том, что включено то же самое, везде все одинаково. На 9 это в пентхаус. При этом здесь 3300 у нас на третьем завышает, а на четвертом занижает. При том, что на 10-м брике перекос составляет 100 милливольт, а на том 300 милливольт. На 4-й, между 3-й и 4-й контакт уже подгнил. Так, вот задняя часть модуля, вернее нижняя часть модуля. И сейчас посмотрим. Вот у нас 4-й, 3-й с той стороны. Это 6-й и 0-й. 0-й с той стороны у нас есть, 0-й с этой стороны есть. Интересно. Так, это ж вот это должно быть. И интересно такое впечатление, что они по 2 раза пробовали их припаивать. Нет, тут проблем нема. Значит, с той стороны. Тут еще раскручка. Технологии Айлона Маска. Вот они. О. Найдено. Шевелится. Отпали проводочки. И странно, что все Давай 4. возьмемся за руки, какой будет потенциал. Странно, что все 4 отпали сразу на одном модуле. Все-таки инструмент вещь нужная. Но визуально так и не скажешь вообще. Что была бы проблема какая-то. Только пошевелив. Вот так вот, такой-то маленький дефект. Но единственное, что пропаять их не получится, Все 4? потому что, да, все 4 отпали. Потому что здесь это алюминиевые, а полигон здесь медный. Тут, кстати, батарейки уже ржавеют. Вот же ж ржавчина идет. Вот. Это задняя сторона И минусовая. вот это вот тоже ржавые пятна. Это сюда они, получается, Контактировали массу. ну да, свою приспособу для сварки прикладывали и никелирование нарушили. И начали ржаветь. Ох и Тесла. Вроде все так красиво, и с таким запасом 4 провода, и все 4 на одном этом просто не пропаяны. Ладно, будем восстанавливать это. Заменили усики на провод, который здесь поставили на заклепку алюминиевую, и залуженная клемма кольцевая. И через каптоновый скотч провод приклеен на полигон. А этот на всякий случай просто залиловываем. Конечно, там контакт будет не очень, но медный провод, в принципе, его заменит. Поэтому сейчас подкинем обратно на машину и запустим тестер для того, чтобы прогреть опять разъем. Посмотрим, не будет ли у нас перекос сейчас. Запустили все BMB-шки на прогрев, для того, чтобы они прогревались, и мы посмотрим, не будет ли опять там какого-то перекоса. Пока что все ровно. И сейчас у нас BMB-шки начинают греться. И смотрим, не будет ли отпадать опять какие-то балансирные провода. Очень часто на видео у меня в летний период времени вот такой вот шум идет. Но, к сожалению, сделать я здесь ничего не могу. Это стенд для промывки системы кондиционирования.
И в данном случае здесь развалился компрессор. Вот можно видеть стружку алюминиевую на фильтре. И если поставить сюда новый компрессор кондиционера, то, естественно, он тоже развалится. То он быстро выйдет из строя. И для этого система промывается с помощью этого стенда. И вот лежат... А сколько фильтров примерно меняется? Если каждой промывки в течение полчаса, если система грязная, меняется фильтр для того, чтобы просто понимать, что он замывает. Плюс-минус там корпусно помыли, вытащили, хоп, есть. Можно на другую сторону пернуть. Пока уже и как будет результат ближе к максимальному, тогда уже чаще меняем, чтобы понимать, система чистая или нет. Поэтому, к сожалению, эти звуки в видео присутствуют, но с этим сделать ничего нельзя. Это в летний период. В зимний период система кондиционирования уже не приезжает, поэтому надеюсь, что этих шумов не будет. И вот, кстати, говорят, что электромобили, они слабые. Вот Land Rover Discovery. И развалился компрессор кондиционера. И уже его нужно менять. Подкинул батарею. И сейчас поудаляю все ошибки, которые есть. Вот у нас была ошибка BMS F107, которая как раз у нас висит. Удаляю ее. Также, в принципе, можно пройтись по всем ошибкам, чтобы же ничего не снилось. И теперь, что у нас по батарее. Так, все напряжения прогрузились. И минимально у нас 3740, максимально 3750. 10 милливольт у нас дельта. Ну и в принципе все, теперь можно пробовать ее запускать. Так, у нас драйв включается. И автомобиль у нас едет. Так, и что у нас по ошибкам осталось? У нас ошибки остались по пневмоподвеске. По термоконтролю у нас с люверсами вопрос. Драйв системы, аксель, тух. И у нас машина висит на подъемнике, поэтому пишет, что передняя и задняя подвеска у нас очень высоко стоит. Active Aero. И из-за этого машина у нас в аварии. А так уже по БМС у нас ошибок нету. В принципе, можно тогда батарею клеить уже и собирать на автомобиль. Вот так вот. Инструмент все-таки рулит. И диагностика нужна, и к тому же не одна. Кстати, кто не знает, Локи — это диагностический прибор, который позволяет диагностировать и ремонтировать Теслы. Теслы все существующие, кроме Теслы Родстер, которая первого поколения. Здесь их очень было мало, поэтому здесь ее нету. А так, Tesla Model Y, Model X, Model S и Model 3 все есть. И когда появится Cybertruck, то я уверен, что добавят туда и Cybertruck. Если кому интересно, в конце видео добавлю ссылку на сайт, где есть описание этого Локи. Ну а сейчас автомобиль у нас уже запускается, и можно клеить батарейку. А вот разобрали еще одну Теслу. С мотора подтекал антифриз. Большая выработка на роторе. Вот такая вот выработка на роторе. Но это типичная проблема старых моторов на Tesla Model S. На более свежих, на автомобилях 2018 года, уже стоят другие моторы. А в данном случае еще была ошибка по предохранителю. И сейчас снимем крышку предохранителя. И посмотрим, почему он на него жалуется. Он жалуется, что севший аккумулятор в предохранителе. Да-да, на электромобилях и в предохранителях бывают аккумуляторы. И сейчас посмотрим, что здесь реально стоит с предохранителем. Вообще старого образца идут без предохранителей. Ой, без аккумуляторов. А более свежего идут. Но прежде чем добраться, необходимо убрать скульптурные изыски в виде жизнедеятельности прошлого мастера. Потому что батарея уже вскрывалась, и вскрывалась очень хитро. Вот эта часть, сторона, не вскрывалась.
а вот та сторона отклеивалась и вскрывалась, то есть заворачивалась как книжка. Ну и вот этот лючок тоже вскрывался. Ну, вот даже видно характерные вмятинки, чтобы вот здесь отогнуть это все и подразобрать. Тесла так не клеит. Тесла клеит на черный гермет, которого в данном случае здесь уже нет, а сверху нанесен белый. Вот так вот выглядит предохранитель с батарейкой, с аккумулятором. Дело в том, что здесь есть пиропатрон, но он срабатывает не в случае ДТП, а в случае превышения тока в цепи. Здесь шунт стоит, плата электронная, не буду его вскрывать, как-нибудь, может, потом вскрою и посмотрим его устройство. Здесь стоит токовый шунт, который определяет, что если превышение тока, то аккумулятор подает питание на пиропатрон, и он отстреливает. И со временем, естественно, этот аккумулятор может сесть, и Tesla у себя отслеживает напряжение, но, скорее всего, по времени вряд ли она фактически отслеживает напряжение, отслеживает время, когда аккумулятор может сесть, хотя, может быть, через вот эти шины как-то отслеживает, но не уверен. В общем, отслеживает, что аккумулятор может сесть, и подает предупреждение о том, что его необходимо заменить. Но они здесь предусмотрели, и предохранитель меняется снизу. То есть откручиваются болты и просто меняется предохранитель с аккумулятором. А в данном случае автомобиль тоже ругается на этот аккумулятор, но, скорее всего, в конфиге машины запито, что установлен такой аккумулятор, а по факту, скорее всего, стоит старый. Но это сейчас скроем, посмотрим. Это у нас P85+. Да? P85+? Да. Это машина перформанс, заднеприводная, без переднеприводного, но все-таки это перформанс. И сейчас скроем, посмотрим, какой стоит аккумулятор. В данном случае здесь стоит обычный предохранитель на 630 ампер. Но из-за того, что это перформанс, по идее, здесь должен стоять более мощный. Но как минимум стоит без батареек, то есть он без срока годности. Хотя, если здесь будет негерметичность, то, что здесь мой коллега сказал, что было продукты жизнедеятельности, это было не упрек, для предыдущих мастеров. А дело в том, что если здесь будет какая-то негерметичность, то песок внутри намокает и внутри сгнивает перемычки. И тогда предохранитель выходит из строя. Поэтому и мажут здесь толстым слоем, для того, чтобы уже никаких сюрпризов не было. И в данном случае предохранитель целый, без срока давности, кроме, конечно, если сгниет. Но желательно сюда поставить какой-нибудь помощнее, под килоампер. Вот такой вот был ремонт, связанный с качеством или с болезнями Теслы. Но в целом автомобили достаточно надежные. Пробег у нас на автомобиле 101 099 километров. Далеко не все китайцы могут проехать такое расстояние и не сломаться. В общем, вот такое вот видео было. Кому нравится такой контент, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых встреч. Всем пока-пока.